Есть растения, которые люди просто не замечают. Они растут тихо, без яркой рекламы, без громких обещаний. Но раньше их знали очень хорошо. Потому что от них был реальный эффект. Медуница – одно из таких растений. Ее не называли чудо-средством. Ее просто собирали, когда начинался кашель, когда становилось тяжело дышать, когда после болезни нужно было восстановиться. И делали это не случайно. Сегодня мы разберем, что это за растение, от чего оно помогает, как его правильно использовать, самое главное, что об этом говорит современная наука. Медуница – это дикорастущее растение, которое появляется одной из первых весной. Ее можно встретить в лесах, на опушках, в тенистых местах. Она узнается по пятнистым листьям и нежным цветам, которые могут менять цвет от розового до синего. Но главное в ней не внешний вид. Главное – ее состав. В народной практике медуницу чаще всего использовали для дыхательной системы. При кашле, сухости в горле, раздражении дыхательных путей. Считалось, что она смягчает и облегчает дыхание. И это не просто сказано. В медунице содержатся слизистые вещества. Это особые природные соединения, которые при контакте с водой образуют мягкую защитную пленку. Именно такие вещества используются в фитотерапии для защиты слизистых оболочек. Когда человек пьет настой из растений с такими свойствами, происходит мягкое обволакивание. Это может уменьшать раздражение и снижать неприятные ощущения в горле и дыхательных путях. Также в составе медуницы есть флавоноиды – это вещества, которые активно изучаются в современной науке. Они известны своими антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты – это соединения, которые помогают снижать уровень окислительного стресса. А окислительный стресс, в свою очередь, связан с воспалительными процессами и общим состоянием организма. Теперь добавим более глубокий научный взгляд. В ряде исследований, посвященных растениям, содержащим слизистые соединения, подтверждается их способность образовывать защитный слой на слизистых оболочках. Это объясняет их применение при кашле и раздражении горла. Флавоноиды, обнаруженные в медунице, изучаются как соединения, которые могут участвовать в регуляции воспалительных процессов. Некоторые работы показывают, что они способны снижать активность определенных воспалительных факторов. Также исследуется антиоксидантная активность экстрактов медуницы. В лабораторных условиях было показано, что такие экстракты могут нейтрализовать свободные радикалы, нестабильные молекулы, которые повреждают клетки. Кроме того, в научной литературе обсуждается возможное влияние подобных растений на дыхательную систему в целом. Не как прямое лечение, а как поддержка слизистых оболочек и общего состояния. Есть и данные о мягком антимикробном действии некоторых компонентов растения. Это не означает, что медуница может заменить лекарство, но объясняет, почему ее применяли в традиционной практике. Также нужно отметить, что растения с подобным составом могут оказывать мягкое влияние на пищеварительную систему. Слизистые вещества способны защищать не только дыхательные пути, но и слизистую желудка. Но важно понимать, большая часть этих данных получена в лабораторных условиях или в рамках предварительных исследований. Это значит, что медуница не является доказанным лекарственным средством. Однако ее состав полностью объясняет, почему ее использовали веками. Теперь перейдем к практическому применению. Медуницу собирают ранней весной, пока листья мягкие и сочные. Используют надземную часть растения. Самый распространенный способ – настой. Листья заливают горячей водой и настаивают. Такой настой пьют небольшими порциями. Также медуницу можно добавлять в травяные сборы вместе с другими растениями, усиливая общий эффект. Иногда ее используют в свежем виде, добавляя в салаты, но это менее распространенный вариант. Теперь о том, от чего она может помочь на практике. Во-первых, это сухой кашель и раздражение горла. За счет слизистых веществ она может облегчать состояние. Во-вторых, восстановление после простуды.
Когда организм ослаблен, мягкие природные средства могут поддержать его. В-третьих, общее состояние слизистых оболочек как дыхательных путей, так и пищеварительной системы. Но важно помнить о безопасности. Возможно, индивидуальная непереносимость, при хронических заболеваниях лучше соблюдать осторожность, не нужно рассматривать растение как замену медицинскому лечению. Почему же о медунице забыли? Как и многие растения, она ушла на второй план с развитием фармакологии. Люди стали выбирать быстрые решения, забывая о мягких природных способах поддержки организма. Но само растение не изменилось. И здесь главный момент. Медуница – это не про чудо-эффект, а про мягкое, естественное воздействие. Это растение, которое не лечит за один день, но может поддержать организм в нужный момент. В итоге медуница – это растение для дыхательной системы, источник слизистых веществ и антиоксидантов, поддержка при раздражении и кашле, часть традиционной фитотерапии. И, возможно, проходя мимо нее, вы даже не задумывались, что раньше ее специально собирали и использовали. Если вам интересны такие растения, редкие, забытые, но реально полезные, подписывайтесь на канал. Здесь вы узнаете, что действительно работает, как применять и о чем обычно не говорят. Потому что природа дает больше, чем кажется.